мы с супругой не спим уже 3 года. Потом мы решили реально уже сделать тебе там кровать в другой комнате. Во-первых, потому что, конечно, все люди разные. У некоторых там желательно обнять человека. Друзья, всем привет! И Это моя жена Юля. Как вы помните по предыдущему ролику про взаимоотношения, в этом ролике мы хотим вам рассказать одну интимную вещь. Если честно, я еще Юльке не рассказывал, о чем будет ролик. Но если честно, я хочу поделиться с вами тем, что мы с супругой не спим уже 3 года. Не спим уже 3 года. Точнее, оговорочка. Не спим вместе 3 года. То есть мы вместе живем, но спим мы не вместе. И сейчас мы вам расскажем, почему мы так делаем. То есть понятно, что вместе мы спим и спим, но спим потом мы не вместе. Началось все с того, когда мы узнали, что нас ждет пополнение, и Юля забеременела. И так стало получаться, что, конечно, когда человек беременный, когда он в положении, то, конечно же, иногда бывает, нужно было ей проснуться. Помнишь, у тебя было такое, что ночью надо было просыпаться, там лишний раз в туалет сходить, или как-то вот с животом потом стало уже неудобно поворачиваться. Плюс у нас чуть-чуть графики разные были. То есть я иногда уже в ночь должен был уходить работать. Юля еще оставалась до утра, спала. Поэтому мы приняли решение, что будем спать не вместе. причем это было не так, как, можно сказать, принято решение. Пару раз, может быть, началось так, 1 раз, 2. Потом мы решили реально уже сделать тебе там кровать в другой комнате, потому что почувствовалось больше какой-то комфорт и свобода. Тогда мы просто жили еще в другой квартире. Я, в принципе, на кухне постелил себе небольшую раскладушку и уходил туда и спокойно занимался своими делами, там на компьютере или на телефоне. И спокойно человек уже один спал. А потом мы начали постепенно вообще эту информацию изучать, читать разные источники, смотреть видео. И оказывается, для организма это очень полезно. И для отношений, для поддержания хороших отношений это очень полезно. Потому что оказывается, что, сами вы знаете, конечно же, что у каждого человека есть определенная аура, у каждого человека есть какая-то, своя энергетика, которая, в принципе, в мегаполисах, в больших городах, она очень сильно сужается. Потому что мы постоянно ездим в метро, стоим в пробках, постоянно тремся, ходим в толпах с людьми. И наша энергетика, она со временем начинает тускнеть, сказать. То есть идут пробои разные в ауре, в энергетическом нашем оболочке. Происходит конфронтация, разных энергий. И когда она происходит, считай, своя обычная вам привычная энергия, она как... Или наоборот, ее кто-то ущемляет, или вы сильнее и должны показывать, что у вас сильнее энергетика. Но это все обмен энергией, и это для вас не всегда позитивно, сложно, Иногда проще побыть одному или находиться с самим собой. И поэтому для человека очень важно, когда вы приходите домой, вы должны какое-то время полностью уединиться. Даже если у вас есть дети, родители, еще кто-то, вы должны сделать так, чтобы после этих своих работ, встреч с людьми, походов куда-то, вы должны прийти домой и просто отдохнуть, хотя бы час, чтобы ваша энергетика, ваша эта аура, ваше внутреннее тело, оно опять могло возобновиться и насытиться. И понимаете, когда 2 человека сходятся, мужчина с женщиной, и они вместе начинают жить. И они, соответственно, вместе начинают спать в одной комнате и в одной кровати. Для организма и для внутреннего нашего тела это не очень хорошо. Во-первых, потому что, конечно, все люди разные. У каждого своя энергетика. Каждый по-своему ощущает этот мир. И каждый по-своему как-то, восстанавливает свою ауру и свое здоровье. То есть можно сказать, что каждый человек... У каждого человека, можно сказать, комфорт определяется по-разному, У некоторых там желательно обнять человека, у другого, наоборот, отвернуться и спать
головой вниз или наоборот на спине. Комфорт, ну это сейчас если про спать, да, мы общаемся про проводение ночи, но в принципе в плане того, что каждый человек имеет разные вообще потребности, и это надо понимать. Мне очень было сложно спать вместе, потому что Я постоянно ноги да, вот так, и вот ноги так. раздирает, и звездочка спит постоянно. Ну ладно, не в этом даже проблема. Конечно, мы в какой-то момент поняли, что нам просто неудобно. Вот, разошлись по разным комнатам. И в принципе, вы знаете, отношения стали налаживаться. Но они и не были плохими, но это для всех людей, кто, например, приходил к нам даже, они очень удивлялись, что мы спим отдельно. Так, малая проснулась. Не дала чуть-чуть записать видео, но ничего страшного. В общем, к чему мы все это клоним? К тому, что когда вы начинаете спать раздельно, у вас начинает появляться энергия, которая потом будет только приумножаться. Ну и вот, и конечно, потом, когда родился сам ребенок уже, получается, мама всегда должна быть рядом с ребенком. И, соответственно, конечно, Юля часто очень, да, спала с малышкой. И так как она каждые там, несколько минут, 30-40 минут она просыпалась, надо было покушать, надо было поменять памперс, еще что-то. Конечно, вместе спать уже просто не представлялось возможным. Вот. Чтобы тоже никто не нервничал. Мне приходилось по ночам также вставать на работу. Вот, или ранним утром. Поэтому мы нашли в этом для себя такой плюс. Но можно сказать, что этот плюс все равно это очень нам повезло, что у нас была большая двухкомнатная, что ты мог уходить. У людей, у кого маленькое пространство, это, конечно, очень сложно. Как раньше жили наши предки, конечно, вообще нам, наверное, вообще сейчас не понять, потому что нам даже в двухкомнатных, например, иногда сложно ужиться, да. Раньше было другое время, но вот у кого есть возможность это попробовать, прям очень советую. Ну да, и в принципе я еще очень много читал информации, что раньше люди были гораздо умнее, да, вот, например, богачи, даже не богачи, а вот люди, которые при дворце жили. У каждого всегда были свои покои. Как вы знаете, да, там Екатерина II, например, спала одна, да, а мужья, там, сколько у нее было, они всегда шли в свои покои. То есть они там свои дела сделали и расходятся по своим. То есть, в принципе, вот среди царской знати это было очень распространено, потому что у них были знания. У них были знания того, что действительно человек должен наполняться энергетикой во время сна. И один человек не может забирать энергетику у другого. И, кстати, почему-то у меня в семье тоже так было. У меня мама с папой спали раздельно. Но они спали раздельно, потому что папа храпел очень сильно. Поэтому он спал на кухне тоже. Вот, мама спала в комнате у себя. И я как вспоминаю, кстати, бабушка с дедушкой тоже. У меня когда в деревню я приезжал, у них были... там была одна комната всего и печка, да, вот в комнате. Дедушка либо на печке спал, грелся, либо вот у них просто две разные кровати были. И они тоже объясняли это тем, что каждый, кто-то храпит, кто-то сопит, кто-то... Бабушка раньше встает, дедушка любит поспать. В общем, ищите компромиссы. И вот тоже многие, когда к нам приходят в гости, и Серега Воронцов приезжал, и Надя приезжала, и Вика приезжала, друзья наши, все сначала удивлялись, а почему вы спите не вместе? Вот. И когда им начинаешь объяснять, люди понимают, почему. И достаточно быстро прям осознают, в принципе, удобней. Но так навязана вот эта идея спать вместе, что вот люди, когда даже съезжаются, считают это, супер. Но с другой стороны, когда конфетно-цветочный период, когда, может быть, не... Только все но новинка, знаешь. Когда вы только жили раздельно, а только встретились, конечно, там полгода, год это можно поделать. И тогда у вас еще наоборот... Может быть, даже, наоборот, хочется... Лучше будет, чтобы друг другу надоесть. Да, но это мы говорим со своей стороны, то, что мы уже долгое время вместе, поэтому
вот нам это помогает, да, то есть если бы мы, наверное, спали вместе, вот это вместе как-то, сейчас причем что еще, телефон, да, я вот там на компьютере работаю, Юля в телефоне что-то делает, и если, например, ну, представьте, вот вместе ложимся спать, да, а вот кто-то быстро вырубился, а кто-то вообще не может уснуть. Как вот тогда быть? И он в телефоне сидит или читает. Это же очень сильно отвлекает другого человека, который уже спит. Конечно. Одевай кепчик. Вот у нас одинаковые чепчики. Так что, друзья, девушки, мальчики, мужчины, женщины, если вы чувствуете, что в ваших отношениях что-то пошло не так, что-то начинает вас нервировать, или вы устали от чего-то, попробуйте поспать вместе, раздельно. Попробуйте поспать раздельно. Это уже во второй стадии, когда вы уже попробовали раздельно, попробуйте опять попробовать. Да, но вот мы иногда, когда спим вместе, да, вот ну, как, просто раз там несколько раз в год можем поспать, это такой кайф приносит, да? То есть вот недавно тоже мы легли днем просто в одной кровати, вырубились, так было классно. А по ночам, пожалуйста, вот уходит каждый в свою комнату, занялся своими делами и ложится, и потом ты зато чувствуешь бодрость, хорошую энергию и настроение. Вот, и Веля у нас тоже скоро будет спать раздельно, да, Веля? Вот, так что, друзья, не стесняйтесь этого, ничего там плохого нету, никто вас за это не осудит, зато ваше здоровье будет самым лучшим образом поправляться. Мы желаем вам хорошего дня, подписывайтесь на каналчик, не забывайте поделиться этим видео со своими друзьями, знакомыми и обязательно со своей половинкой. Вот, подписывайтесь на Инстаграм Иван Кузьминов, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить видео. Всем пока-пока и удачи!